Опять. А ведь я только хотел записать влог. Ну что ж, для начала разберусь с этим, затем точно запишу. Ты думаешь, что моя реакция и сила здесь, в этом мире, зависят от мускулов? Нет. Я даже воздухом не дышу. Всем привет. Сайфиев, 21 год, студент. Это Сайфиев. И это мое первое нормальное видео. Да, думаю, что охарактеризовать его как нормальное будет правильно. Я давно хотел записать его, но все никак не решался. В этом вид... А ведь это было многообещающе. Ну что ж, начнем сначала. Я рано встаю. Обычно около 6 утра. Мои утра начинаются с тренировки. Она не занимает много времени и позволяет мне проснуться. И одновременно с этим держать свое тело в форме. Перед тренировкой мне нужно некоторое время, чтобы собраться. Обычно я трачу его, смотря в телефон или убирая кровать. Или просто смотря на небо с балкона. Пропитываюсь энергией солнца. Интересный факт. Ультрафиолетовые лучи не проходят сквозь оконное стекло. То есть вы просто нагреваетесь, стоя за оконным стеклом, и не получаете загара. Это мне сказали в универе. Стоило же мне хоть где-то об этом упомянуть. Да. Моя утренняя тренировка включает в себя 100 подтягиваний, 100 приседаний и 100 отжиманий. Я выполняю это уже несколько лет. Это дисциплинирует. Также порой я тренируюсь на кольцах. Вообще, перед тренировкой на кольцах нужно оценивать высоту колец, чтобы они были на одной высоте, иначе будет дисбаланс. Вот. Тренировка на кольцах сильно укрепляет сухожилия. Это позволяет наращивать силу куда быстрее. Поэтому гимнасты такие сильные. Но, честно говоря, я на них почти не тренируюсь. Это слишком энергозатратно, и порой мне просто лень их доставать. Но я тренировал их в свои 18 лет. Даже делал выходы с 30 килограммами. У меня довольно однообразный рацион. Он включает в себя рис, мясо,
овощи, я люблю сыр и порой могу позволить себе съесть немного сладкого. И фрукты, обязательно немного фруктов. Я ем 3 раза в день. После первого приема пищи я направляюсь на учебу. Это занимает где-то полчаса или около того. Я учусь в медицинском, и учеба отнимает большую часть моего времени. Но мне нравится. Я выбрал именно это направление, потому что меня всегда интересовала анатомия и физиология человеческого тела. Я хотел в этом разбираться. И в целом я добился своей цели. Но этот день был выходным. В дни отдыха я стараюсь заниматься чем-то созидательным или улучшать то, что я уже имею. Это позволяет мне непрерывно прогрессировать в разных аспектах своей жизни. Последние пару лет я заинтересовался игрой в баскетбол. Вообще, я им никогда не занимался, в плане не ходил на секции, потому что я занимался единоборством, да, и ходил всегда на единоборство. Я с детства не любил большие сборища людей, отдавая предпочтение уединению или общению с теми, кто мне подходит. Большую часть времени я провожу один. Одиночество позволяет мне сконцентрироваться на учебе, но порой его может быть многовато. Физические тренировки моего тела позволяют расслабить мозг и прокачать мой уровень. Это реально круто. Хочу бегло затронуть вопрос о моих любимых мангах. «Скалолаз». Именно эту мангу я бы хотел отметить, так как она сильно на меня повлияла. Главный герой Мори Бунтара. Можно было сказать: «О, это я», и я бы мог так сказать. Да, читая, я видел в нем себя. История крутится вокруг увлечения главного героя, то есть скалолазания. Но, как часто это бывает, скалолазание там далеко не первая тема для раскрытия. Борьба за свои идеалы, тема одиночества, тема развития — это то, что я вынес для себя из этой манги. И если бы меня попросили назвать что-то одно, наверное, это была бы она. На первый раз обойдемся ей, так как видео слишком затянется, если я начну перечислять. Возможно, сделаю отдельное видео. А мне пора на тренировку. Начинаем мы тренировку именно с разминки. Это неотъемлемая часть, без которой в целом тренировка не может быть тренировкой.
разминка не занимает много времени. У меня это где-то 5-10 минут. Я разминаю все суставы и немного тяну мышцы. Вес у меня варьируется, это вообще не постоянная единица. Меня чаще всего это цифра около 80, но на съемку видео было аж 85, что довольно рекордно. Вообще я против насилия, но в современном мире без него тебя могут съесть. Для защиты я советую познать хотя бы азы боевых искусств, которые в критический момент могут спасти вам жизнь и помочь защитить близкого вам человека. Также между подходами я люблю заниматься каким-то функционалом, либо растяжкой, либо стойкой на руках или ходьбой на руках. Get numb, I know that I'm young.
Boy clip. Baby, how you doing? I know you're not doing the best, but I'm here. I'll always be here. Tell me if you need me and call me if you're feeling alone, 'cause I'm here. I'm always right here. Tell me that I'm dumb. I love to get numb. I know that I'm young, but I'm still right here. I don't give a fuck. I love who I love. And girl, Если у меня нет доступа в зал, то я вполне спокойно занимаюсь на улице, и эти тренировки на самом деле не менее эффективные. Главное — это просто желание тренироваться, и все. А условия, они не так важны. За тренировку я делаю все те же подтягивания, могу поделать выходы, делаю стойку на руках, хожу на руках, отжимаюсь, приседаю. В целом этого достаточно, просто необходимо выполнять все это системно. На данный момент тренировка для меня не является способом для набора мышц. Меня это больше не интересует. Моя форма и фигура тела на самом деле для меня далеко не на первом месте. Мне куда важнее, что тренировки дают в духовном плане. Они закаляют твой характер и мозг. Они формируют твою личность. Know what some kill, some steal, some break your heart.